Так, друзья, всем доброго времени. У нас сегодня на канале распаковка вот таких вот, друзья, полезностей, подарков. Вот такие вот коробки. Это подарок от одной из зрительниц нашего канала. Будем распаковывать, смотреть, что подарили. И вот такой небольшой пакетик с полезностями, который буквально накануне я приобрел для своих орхидеюшек. И давайте начну сразу с этого пакетика, потому что мне очень часто задают вопросы: Георгий, чего ты чаще всего для своих орхидеек из химии покупаешь в магазинах? Ну и, собственно говоря, вот, пользуясь случаем, хочу не только показать, что чаще всего покупаю, но еще и кое-что из новиночки. И новиночка это, друзья, сейчас я достану из одного обзора. Вот, посмотрите, это вот такой вот деготь. Да, друзья, был в магазине и увидел деготь по 189 рублей. Вот такой вот березовый, интересный. Антисептическое, противопаразитарное и противомикробные средства. И чем оно хорошо? Тем, что здесь кроме самого дегтя в составе ничего нету. И это средство очень хорошо. Деготь сам по себе помогает от разного рода различных насекомых-вредителей. И плюс сам по себе деготь является таким, ну, каким-то полезным средством для растений. И вот так вот, чтобы вот он продавался в чистом виде, я, честно говоря, первый раз вижу. Есть у нас на канале дегтярное мыло. Я нередко показывал, и еще 4 года назад, и вот буквально в прошлом году, что дегтярным мылом очень хорошо обрабатывать орхидеи и от трипсов, и от мучнистых червецов. И вот по составу здесь много разных компонентов. А сам по себе деготь, вы сами видите, вот от тли, от трипсов, от паутинного клепща, от щитовки, от ржавчины, фитофтороза, мучнистой росы, в общем, от бурой пятнистости, в общем, от разного еще рода гниений. И для повышения эффективности пестицидов, которые добавляем для борьбы с паразитами. В общем, друзья, вот такое вот средство деготь, и мне очень хочется его потестировать, попробовать. И думаю, что это средство будет интересно, конечно же, и в первую очередь тем, кто живет в других регионах. Точнее, не регионах, а странах, где продажа той или иной химии, она там по закону как бы запрещена. Или у нас вот в регионах живут люди, и та или иная химия, просто магазинов нету с такими подобными средствами. И плюс еще вот такое вот есть средство, но прежде посмотрите на кадры вот на эти вот. Был в магазине, посмотрел, сколько от насекомых вредителей стоит Актара. Вот такой вот пакетик, видите, почти 200 рублей, 4 грамма. Это, конечно, цена, ну, просто такая, знаете, неподъемная. А есть вот такая вот Актара, но больше всего действие Актара, вот именно такая же цена, вот именно вот такой вот я слышал, поэтому, друзья, Актара, конечно, дорогая. Хотя есть вот такое средство за 27 рублей. BioKill. Я специально сейчас в Леруа Мерлене. И вот это вот кадры из Леруа Мерлен. Вы посмотрите на перечень насекомых вредителей, с которыми BioKill справляется. Для чего я показываю? Для того, что мне очень часто спрашивают: ты пользуешься Аберон Рапидом, а какое средство можно взять, кроме Актары, которое было бы аналогом Аберон Рапида, которым я пользуюсь на своих орхидеях от
от трипсов. Вот такой вот Oberon Rapid, друзья. Он бешеных денег стоит. Те, кто долго подписан на наш канал, те помнят историю покупки вот этого вот Oberon Rapid. Бесплатную раздачу лишнего Oberon Rapid зрителям, ну, кто раньше стал, того и тапки, отправлял тоже бесплатно, там, по-моему, 30 или 40 людям отправил, поскольку там миллилитров, вот. В общем, на смену, друзья, точнее не на смену, аналог этого Oberon Rapid это вот такой биокил. Если Oberon Rapid состоит из двух действующих веществ, то биокил состоит из одного из этих двух действующих веществ и тоже неплохо себя зарекомендовал. Я, в общем-то, себе вот купил парочку биокилов при случае вместе с вами его потестировать. Хотя мы уже тестировали, наверное, года 2 назад биокил, и он неплохо себя проявил. Что еще купил? Вообще, зачем поехал я в магазин? В магазин я поехал за вот этим вот средством, стимулом, потому что у меня, как оказалось, купил уценки. Хотел кое-какие с ними, ну, вы видели предыдущие распаковки, обзоры. Уценочки нами были куплены, и мною хотелось бы их поковырять, а не нашел в наличии. Все закончилось от таких вот стимулирующих антистрессовых средств. Вот поехал за ними. Вот такая вот с двойной ампулой 50 рублей. Вот такая двойная штучка у нас в Леруа Мерлене стоит. Ну вот купил для того, чтобы применить их. Это тоже у меня, я постоянно периодически покупаю вот эти средства. Если биокил я купил специально потестировать вместе с вами, вместо Оберона, то стимул это постоянное средство моей аптечки, орхидейной аптечки. Что еще купил? У меня закончился, друзья, Максим. Да, потому что ковыряться с уценками, плюс еще буквально недавно я показывал 2 бриллианта уценки, который купил в обе магазине от Цветашки. И по внешнему виду у второй орхидеи там очень все сложно. Я еще не ковырял. Прежде чем ковырять, нужно иметь все под рукой. Средства необходимые. Кинулся, у меня уже все позакончилось. И, значит, Максим быстро высыхает, к сожалению, в этих ампулах. По 2 мл не было. Вот купил по 4 миллилитра. По-моему, 37 рублей одна упаковка стоит у нас в магазине. Вот взял тоже это постоянное средство моей аптечки. Что еще взял? Ну, конечно же, раз мы занимаемся корнями, все, больше ничего нету. Занимаемся корнями, у нас и 2 белых уценки, это груша и вторая беленькая орхидея, вон они на подоконнике стоят у меня. И 2 вот этих вот 2 бриллианта, 2 орхидеи, да. Там с корнями все плохо. И, соответственно, встанет вопрос по корням. Вот, ну, взял тоже Rebuff Extra, тоже средство, которое постоянное у меня в аптечке орхидейной, и я постоянно им пользуюсь. В общем, друзья, вот такие полезности я для себя набрал, по-моему, на 400 рублей, если не считать за почти 200 рублей вот этот флакончик. То есть вот это вот на 400 рублей, по-моему, я взял. И флакончик за 200. Деготь березовый. Мне тоже хочется его потестировать. Хотя есть вот такой вот. Это дегтярное мыло, уже готовое к применению. Но оно... Мася! Ну-ка прекрати! Да что ж такое-то, а? Вот лижет, а потом начинает нахапается воздуха в себя. Вот, и потом этот воздух начинает, ну, с характерным звуком и извергать. Вот. Как заправский мужик в харчевне тут сидит. Вот. Есть вот такое средство, но мне хотелось бы вот именно чистый вот такой деготь потестить, посмотреть. Тоже на каких-нибудь, ну, наверное, сперва уценках, да? Вот. Так, ну что, это полезности. А теперь перейдем к посылочке, к подарку, к посылке. Это, друзья, сделала
этот подарок одна из зрительниц нашего канала, Светлана Сидорова. Она живет в Нефтегорске, Самарская область. Она была победительницей у нас, выиграла один из призов на нашем канале. Она участвует в ежемесячных розыгрышах. И вот сделала такой подарок, сюрприз неожиданный. Просто по факту сказала, вот, получай, и все. Значит, вот получили. Это что-то хрупкое, как вы видите. Я-то уже подсмотрел, в принципе, на бирочки, которые здесь на упаковках нарисованы. Но хотел, чтобы вы вместе со мной распаковали, посмотрели, что это такое. И для чего это. Вот. И что с этим будем делать. Так. Ну, открываем, друзья. Вот. Так. У нас давно не было распаковок с полезностями для орхидей на канале. Вот. Так, вот такая вот коробка. Коробочка. Так, где она у нас тут открывается? Ой, я уже в этом, как его, в предвкушении. Вот. Уже Мася подошла сюда, пытается залезть. Уф. Друзья. Ох, ну вот они, друзья, и на коробке размеры написаны. И это вот такая прелесть. Вот такое вот, друзья, стеклянное кашпо. Называется декоративные изделия кашпо для цветов. Ботаника рельеф. Диаметр 135 миллиметров. Я сейчас специально взял рулетку, чтобы измерить размеры, потому что, многие заинтересовываются всегда, спрашивают, чтобы понимать, для чего, к чему, как оно подойдет. В общем, по этому 13 сантиметров, вот, друзья, диаметр, да, видно, да, вот, глубина, полезная глубина, вот она, да, тоже 13. И низ у нас, диаметр низа 10,5, друзья. 10,5. Это вот размеры. Как это применимо, например, если это кашпо использовать? Ну, не знаю, вот стандартный горшок, в которых продаются цветущие орхидеи. Вот так он сюда попадает. Видите? Сейчас я для примера возьму какую-нибудь орхидею. А какую? А вот эту возьму, деточку Baby Smile, бабочки, вот такой вот. Сейчас мы ее поместим сюда, потому что в такие кашпо должны исключительно, друзья, орхидеи просто роскошненькие попадать. Кстати, пить хочет. Завтра, послезавтра у меня будет день полива. Вот, смотрите, какая Baby Smile. Бабочка вот такая вот она, окрас какой, да, смотрите, обалденно. Это мы эту бабочку с вами 2 года назад отсоединили от мамаши. В 21 году, еще 2 лет нету, в апреле, по-моему, 21 года. Так, ну что, вот сюда, хоп, ее. Вау, ну смотрите, как совсем другой вид. Вот, совсем другой вид, нежели вот это вот. Ну, это стекло, друзья. Ну, это, просто шик. Светлана, большое спасибо. Так, ну, это если просто поставить горшок. Но мы можем же посадить, по примеру, вот этого вот игристого сидора, да. Вот, он у нас примерно в такой же емкости, да, но только с ножкой. Видите? А здесь без ножки такой большой стакан, и очень-очень мне нравится. Смотрите. Вот. Вообще красота. В стекле самые красивые орхидеи должны расти. Так, ладно. Это у нас...
Сейчас я поставлю. Отправляю сразу. О, здесь микрофон, а я туда тащу. Сюда ее, пускай стоит. Это у нас, что касается, если использовать это кашпо в плане как кашпо. Вот. Что касается по поводу пересадки, то все точно так же, как мы с вами сажали орхидеи в такие вот на ножки, как сейчас показал фужер. Но я думаю, что теперь есть кашпо благодаря Светлане. И я думаю, что ей тоже будет интересно посмотреть, что и как мы посадим в эти кашпошки. О, смотрите. Тоже такая, знаете, по своей фактуре чем-то напоминает, я сейчас скажу, крокодиловую кожу. Да, вот. Не знаю, мне так кажется, как будто, знаете, крупная такая крокодиловая кожа. Вот. Смотрите, какая красота. Вот так называется. Я не знаю, видно будет, что-то не видно. Вот. Можно стоп-кадр сделать и увеличить изображение, посмотреть. Вот такие. В общем, под кашпо идеально подходит. Под побольше горшок. Нет, ну, больше горшок, он просто как, наверное, емкость для фитиля. И для мокрых пяточек хорошо подойдет. Вот, в общем, по объему, кстати, он как раз-таки почти такого же объема, как вот этот вот горшок. Да не почти, а такого же объема. То есть это размер больше, чем вот это. То есть сажать сюда прям можно уже такие взросленькие, коренастенькие орхидейки. Так, это вот, значит, второе кашпо. Но я так и полагаю, что и в этих оставшихся двух коробках точно такие же кашпо. Поэтому не будем тратить время. Это я уже сам открою. А хочу открыть вот этот вот ящик. Здесь я тоже не знаю, что-то, но тоже хрупкое написано. Что-то хрупкое. Давайте посмотрим вместе. Вот, что здесь у нас такое. Ага. Так, тоже, наверное, что-то из такой же серии стеклянной. Вот, но тяжелое, друзья. Тяжелое. Так. Как, чтобы вам было видно. Чтобы вам было видно. Вот так вот я, хоп, поставлю. Так, здесь не написано. Так. О, друзья. Ой. А здесь у нас вот такие вот. То есть это на размер, я так понимаю, да нет, такие же они, одинаковые, друзья. Я думал, поменьше выглядят здесь, а их побольше в коробке, выглядят поменьше. Слушайте, точно такие же. Точно такие же. Вот они. Только вот в такой, в одной большой коробке. Получается у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кашпо. Ого, Светлана, вот это вы сделали мне подарочек. Вот это сажать, не пересажать в эту красоту. Но я вот сейчас еще даже не... А вы, кстати, друзья, напишите. Просто как кашпо будем использовать. Или сделаем роскошные посадочки в эти стеклянные сосуды орхидеек. Выберем какие-нибудь красоток. Например, легато. Какие-то бабочки, вот там я вижу бабочки у нас, куча бабочек новеньких пораскрывались, вот, бронзового Будду, например, да, ароматный красавчик, вот он, ароматит, может быть бабочку Роттердам розовую, вот в такую, ну, в общем, что-нибудь в них посадить, прям именно посадить. В общем, вот такая, друзья, у нас сегодня тема получилась. Полезности, и подарки с полезностями. Вот такие вот кашпочки. Спасибо, Светлана, еще раз. Неожиданно.
ярко. Вот. Интересно, такие маленькие эти. На донышках циферки 3. Вот прям маленькие-маленькие, еле заметные на всех. 3. Все, друзья, вот такое сегодня видео. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. Встретимся в следующем видео с уценочками. Будем их возвращать к жизни. Всем пока.